Всем привет! Вы на канале Power Device, и сейчас я хочу вместе с вами сделать обзор основных настроек и фишек смартфонов Tecno Camon 18. Настройки будут проходить на смартфоне Camon 18, но большинство из всех этих фишек и настроек подойдут и на остальные смартфоны Tecno. На текущий момент версия оболочки моего смартфона 8.0.0. Итак, давайте приступим к настройкам. Первым делом затронем стандартную звонилку. Для многих людей важна запись разговоров. Так вот, в смартфонах Tecno она присутствует, при этом даже не предупреждает о том, что началась запись. Сейчас продемонстрирую. Ваш номер не определен. Нажимаем запуск записи. Ваш номер не определен. Ваш номер не определен. Запись сохранена. Для того, чтобы посмотреть запись, заходим в стандартные файлы. Сохраняются они вот сюда, Music. Нажмите клавишу 0. Ваш номер не определен. Для соединения с оператором нажмите клавишу 0. Также здесь можно настроить автоматическую запись. Нажимаем шестеренку и ставим вот эту галочку «Включать автоматическую запись разговоров». Теперь при совершении любых звонков автоматически активируется запись. При завершении разговора она сохранится. Также из интересных настроек здесь можно отметить дополнительные настройки «Отвечать на вызовы с помощью отпечатков пальцев». Теперь при входящем звонке просто приложите палец к сканеру отпечатков. Тем самым вы ответите на вызов. Либо при помощи вот этой галочки с помощью сканера отпечатков можно активировать запись разговоров. Это тоже очень удобно. Предположим, что вы с кем-то разговариваете, вам понадобилась запись разговоров, просто прикладываете палец и запись начинается. В умные жесты мы зайдем чуть позднее, они будут в дальнейших настройках. А здесь еще можете настроить быстрый набор. Если вы, к примеру, по работе часто вызываете какие-то определенные номера, то можете добавлять их сюда. Как только вы зайдете в звонилку, они будут отображены, и вы одним кликом сможете их набрать. В принципе, с остальными настройками звонилки нет ничего необычного, вы разберетесь сами. Пойдем дальше. Рекомендую зайти вот в этот раздел и заполнить свой профиль, для того, чтобы активировать электронный гарантийный талон. К слову говоря, компания Tecno дает очень удобную гарантию на 13 месяцев. Просто следуете здесь по шагам и нажимаете «Активировать гарантийный талон». Либо можете зайти в предустановленное приложение Care, нажать «Гарантия», введите сюда имей своего телефона, он находится в ваших настройках, «Мой телефон», информация о телефоне, вот этот первый имей-код. Вводите его сюда, нажимаете «Проверка», и вы увидите, до какого числа, месяца и года действует ваша гарантия. Вообще у компании Tecno мне очень нравится, как поставлено сервисное обслуживание. Включите геолокацию, и здесь же в этом приложении нажмите на адреса сервисных центров. В моем городе адрес сервисного центра такой. Далее давайте зайдем в яркость экрана. Здесь вы можете включать частоту обновления экрана, если ваш смартфон это поддерживает. Мой Camon 18 поддерживает 90 Гц. Для экономии батареи советую вам включать автоматическую частоту обновления. Но, конечно, глазу приятнее, когда включена постоянная повышенная герцовка, поэтому лично я включаю постоянные 90 Гц. В смену обоев мы еще зайдем. А здесь я также рекомендую вам включить вот этот режим в кармане. При его активации будет предотвращение случайных нажатий в кармане по экрану вашего смартфона. Вот в эту вкладку «Тема и блокировка экрана» мы зайдем чуть позднее через само приложение, а сейчас посетим звук вибрация. Здесь лично я отключаю вибрация при касании. Потом можно пройти вниз. Зайдем в улучшение звука. Я активирую вот эту фишку для того, чтобы улучшить звук на своем смартфоне. Он стает более громкий и насыщенный. Далее зайдем в память. Здесь вы можете посмотреть, какие разделы вашего смартфона заняты и каким количеством мегабайт, а также провести очистку.
Но эта очистка лучше проводится через мастер смартфона, в него мы еще вернемся. Также если нажать вот эти 3 точки, можно поставить галочку «Управление нехваткой памяти», но я ее не рекомендую вам ставить, так как при ее установке некоторые сторонние приложения могут не запускаться в случае нехватки памяти. Поэтому для корректной работы некоторых приложений убедитесь, что эта галочка у вас не включена. Дальше на очереди настройка центра уведомлений. Здесь можно настраивать уведомления на экране блокировки, показывать уведомления, но скрывать их содержимое, либо вообще не показывать уведомления на экране блокировки. Если вдруг вы новичок и не знаете, что такое экран блокировки, это когда вы начинаете разблокировать смартфон, загорается экран, но смартфон еще не активирован. Это и есть экран блокировки. Чтобы зайти в смартфон, вам нужно ввести пароль, если, конечно, он у вас активирован. Если пароль и сканер отпечатков у вас не установлен, то вы сразу попадете на рабочий стол, минуя экран блокировки. В общем, в этих настройках вы можете полностью настраивать ваши уведомления. Это экран блокировки, это баннеры, это те приложения, которые висят вот здесь, как вот эти. Значки – это когда вам приходит какое-то уведомление на определенное приложение, и на рабочем столе на ярлыке оно показывается вот таким образом. Здесь пришло одно уведомление. Если вы этого не хотите, просто отключайте это приложение. Следующие уведомления таким образом туда перестанут приходить. Ну а если же вам сильно надоедает какое-то определенное приложение со своими уведомлениями, зайдите вот сюда, управление приложениями, список приложений, находим то, которое надоедает, уведомления, снимаем вот эту галочку, разрешить уведомления. Теперь от этого приложения они перестанут приходить вообще. Ну и также, к примеру, здесь вы можете чистить кэш в определенных приложениях. Например, таким образом я рекомендую чистить его в Telegram, так как он занимает очень много места. Очистка хранилища удалит практически все данные с вашего приложения, и оно станет, как будто вы только что его установили. Сейчас давайте зайдем в конфиденциальность. В самом низу дополнительно, еще раз идем в самый низ, зайдем в рекламу, нажимаем «Сбросить рекламный идентификатор», «Подтвердить». Теперь удаляем его. Теперь на этом смартфоне Google не так сильно будет следить за вашими действиями. Также я захожу в использование и диагностика и снимаю вот эту галочку. Но если вы хотите помогать Google и чтобы он собирал данные о вашем смартфоне, об ошибках и так далее, то можете оставить эту галочку. Лично я ее снимаю. Далее в безопасности вы можете настраивать блокировку отдельных приложений, ставить блокировку экрана, отпечаток пальца и разблокировку по лицу. Здесь ничего необычного, идем дальше. Погода. В этом пункте мы можем управлять смарт-сценами. Это когда на нулевом экране мы видим вот такие настройки. Для удобства здесь вы можете включать различные пункты. Они будут отображены здесь. Функция «Умное ускорение», насколько я понял, сама по себе уже активирована, и ее не нужно задействовать. Она изучает ваши привычки использования телефона и старается прогнозировать, какое приложение вы будете использовать следующим. Определенные приложения, о которых говорилось ранее, будут появляться здесь. Далее детский режим. Он очень гибкий, и его можно настраивать под себя. Если вы даете свой смартфон ребенку, вот здесь выбираете те приложения, которыми он сможет пользоваться. Далее ставьте ограничения на длительность сеанса, то есть, к примеру, ребенок сможет пользоваться телефоном только 30 минут. Также можно выставить ограничения на трафик интернета. В общем, ничего сложного в этих настройках нет. Лаборатория батареи. Здесь также есть такая настройка «Свои смарт-сцены». Оптимизация спящего режима. Если ее активировать, можно ставить автоматически, либо вручную. Это режим полета. Допустим, выставляете вручную время начала и время окончания. В это время будет задействован режим полета. Оптимизация коротких видео. Она увеличивает время работы от аккумулятора. Друзья, эта функция связана с камерой. В этом смартфоне есть такая функция, как короткие видео. Именно к ней она и относится. До конца работу оптимизации алгоритмов я не понял, но я думаю, что каким-то образом она немного занижает качество этих коротких видео. Поэтому я снимаю эту галочку. Дальше, если зайти в расширенные настройки, здесь можно настраивать напоминания о режиме оптимизации.
Лично я эту галочку отключаю и сам вручную это делаю. Блокировка push-уведомлений при выключенном экране. Если установлены эти галочки, то при выключенном экране push-уведомления не будут задействованы вот от этих приложений. Спящий режим при выключенном экране. То есть если вы активируете эту галочку, то все вот эти активированные приложения будут засыпать, то есть деактивироваться, когда вы блокируете свой смартфон. Также здесь можно посмотреть те приложения, которые не экономят заряд. В основном это должны быть либо системные приложения, либо те приложения, от которых вы постоянно ждете уведомления. И последняя здесь вкладка «Экономия заряда». Если ее активировать, то включится щадящая экономия заряда. При этом отключаются или ограничиваются некоторые фоновые процессы, а также визуальные эффекты. Настройки энергопотребления. Использование батареи. Здесь вы можете посмотреть, какие приложения больше всего расходуют вашу батарею. У меня это камера. Ограничение работы в фоновом режиме. Камера не нужна мне в фоновом режиме, поэтому я могу ее ограничить. Тем самым мой аккумулятор будет служить немного дольше. То же самое с этими приложениями вы можете сделать у себя, если их работа не нужна вам в фоновом режиме. HiOS Lab. Здесь появляются экспериментальные функции. Сейчас, к сожалению, таковых нет. Специальные функции. Быстрое переключение. Если стоит вот эта галочка, и допустим вы пользуетесь каким-то приложением, просто делаете свайп 3 пальцами вверх, это приложение переходит в плавающие окна. Далее смарт-панель. Если эту галочку активировать, делаете вот такой свайп от края экрана, появляется смарт-панель. Здесь можете делать вызов каких-то приложений, а также скриншот, блокировку экрана и так далее. Игровой режим. Если активируем вот эти галочки, теперь в игре делаем вот такой свайп, мы попадаем в игровой режим. Здесь можно делать быструю очистку памяти, запись с экрана, отключение всех вызовов, а также прикольная функция Magic Button. Активируем эти галочки, нажимаем «Далее». Это нужно настраивать при игровом процессе. Вот этот плюсик относится к верхней кнопке громкости, а этот, соответственно, к нижней. Выставляете вот этот плюсик, например, на кнопку стрельбы, которая расположена на экране, а эту кнопку на какую-то другую на экране. Нажимаете «Готово». Теперь вы сможете стрелять, например, на кнопку громкости. Думаю, здесь все понятно. Идем дальше. Видеопомощник. Здесь вы можете добавлять какие-то приложения, при которых бы он открывался. Например, у меня добавлен YouTube. Теперь, когда вы запустили приложение YouTube, делаем вот такой свайп, у нас появляется видеопомощник. Здесь вы можете делать скриншот, запись экрана, воспроизводить звук при выключенном экране, открывать какие-то приложения, оно открывается в плавающем окне. Также, к примеру, на время отключать входящие вызовы, режим не беспокоить или потоковое оповещение. Объединение памяти. Здесь можно расширять свою память. Включаем эту галочку, выбираем, какой объем хотите расширить, нажимаем «Активировать», смартфон перезагрузится и у вас станет, допустим, на 2 гигабайта больше оперативной памяти. Вот этот помощник работает только с WhatsApp. Он предоставляет какие-то отдельные функции, которых нет в WhatsApp. Изменение голоса, видео, макияж и так далее. Клон приложений позволяет использовать одно и то же приложение с разными аккаунтами. Также здесь можно отметить смарт-устройства, например, быстрый запуск. Как видите, на Symbol C у меня выбрана камера. Теперь на выключенном смартфоне пишу Symbol C, и у меня открывается камера. То же самое вы можете сделать с любым символом, например, W. Нажимаем «Запустить приложение», выбираем нужное приложение, активируется эта галочка. Теперь на заблокированном экране рисуем символ W, и у вас откроется это приложение. Касание для пробуждения. Если поставить эту галочку, на заблокированном экране делаем двойной тап, смартфон просыпается. Еще раз двойной, снова уходит в спящий режим. Жесты для музыки. Ставьте вот эту галочку, запускаете плеер и, допустим, вы слушаете его при заблокированном экране. Теперь делаете вот такой свайп.
Таким свайпом переключается трек вперед. Это назад. А это пауза. Отключать звук, перевернув телефон. Если активировать эту галочку, вам кто-то позвонил, переворачиваете телефон и звук отключается. Скриншот 3 пальцами. Думаю, здесь все понятно. Ответ при поднесении к уху. Ставите галочку, вам кто-то звонит, подносите смартфон к уху, происходит автоматический ответ. Смарт-экран. Если активировать галочку и при заблокированном экране сделать движение вверх, смартфон разблокируется, вниз снова блокируется. Также удобная функция принимать вызов с помощью жеста. Как видите, с помощью вот такого жеста вы можете ответить на входящий звонок. В системе вы сможете проверить наличие обновлений на ваш смартфон. Нажимаем онлайн обновление. Если оно появится, то вы сможете обновиться. Также на смартфонах Техно стоит отметить приложение Мастер смартфона. Причем у меня оно совсем недавно обновилось. Здесь вы можете делать сканирование на ненужные файлы, кэш, остатки ненужных файлов и так далее. Также ускорение телефона, охладитель телефона, оптимизацию энергосбережения, но сразу скажу, все эти функции примерно похожи. Они очищают практически одни и те же системные процессы и приложения, но небольшие отличия в них все же есть, и ими стоит пользоваться. Также здесь есть встроенный антивирус. Можно настроить автоматическую очистку. Включаете эту галочку. Здесь выбираете время, в которое будет каждый день очищаться ваш смартфон. Еще советую зайти в инструменты «Умная зарядка» и активировать вот эту галочку «Умная зарядка». С ее помощью будет оптимизирован процесс зарядки. А также поставьте «Ускорение зарядки». С ее помощью смартфон зарядится быстрее. Отмечу еще полезное приложение «Защита платежей». Нажимаем «Добавить». Выбираем какие-то платежные приложения. Шаг назад. Оно появляется здесь. Теперь при запуске Kiwi будет происходить дополнительная проверка платежей. Зайдем в раздел «Я». Настройки. Здесь вы можете создавать ярлыки различных очисток на вашем рабочем столе. Также включать или отключать виджеты, которые находятся вот здесь в шторке. Если, к примеру, здесь вам не нужен какой-то виджет, удерживаем на нем. Заблокировать. Теперь он вас больше не побеспокоит. Советую вам включить вот эту галочку «Быстрое повышение обоев». Теперь на рабочем столе появляется вот такой ярлык. Его можно переносить вверх-вниз. Нажав на него, происходит быстрая эффективная очистка. И также стоит упомянуть приложение темы. Здесь вы можете устанавливать различные обои, темы, а также менять видеозаставку. Это та заставка, когда вам звонят. Либо менять шрифты на смартфоне. Ну вот, друзья, в целом я затронул все функции, настройки и фишки смартфонов Техно. Если разбирать камеру, то для этого потребуется отдельное видео. Если вам такое нужно, пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. На этой ноте буду завершать обзор. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу настроек, также пишите их в комментариях. Не забывайте ставить лайки. Желаю вам только качественных настроек на ваших девайсах. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока.